Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, практики, настрои, ритуалы и медитации для исполнения желаний и достижения целей. И, конечно же, помните, что ваша жизнь – это продукт ваш. Вы сами хозяин своей жизни. Все, что с вами происходит сегодня, включая вещи, ситуации и людей, притянули вы сами. Как это не тяжело в это поверить, но это действительно так. Поэтому берите под контроль свои мысли, свои эмоции, отношение к миру, отношение к людям, к вещам, и, соответственно, вы сможете контролировать свою жизнь. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю. Сейчас стихия Земли, знаки зодиака, Тельцы, Девы и Козероги. Помните про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, на ваш характер, на вашу реакцию, соответственно, и на события. Ведь вы же излучаете это. Поэтому всегда советую, смотрите акцендент и ваш знак. Сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и обязательно улыбнитесь. Мы же хотим, чтобы все, что с нами происходит, вызывало в нас улыбку. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну что, надеюсь, вы готовы. Начинаем. Тельцы. Что же главное на неделе? Главное на неделе будет празднование чего-то. Главное на неделе будет достижение чего-то. Эта карта говорит, вообще-то эта карта, тут даже можно увидеть свадьбы. Для тех, кого это интересует, это значит, что в ближайшую неделю, может быть, начнется подготовка, если подготовка уже не идет. Ну а для некоторых, как я понимаю, это реально, что на следующей неделе будет свадьба. Если мы не говорим о межличностных отношениях, а говорим о других сферах жизни, это карта достижения чего-то, что уже удовлетворяет. И эти достижения именно вашим трудом. Вы начнете видеть плоды ваших трудов, и, соответственно, как я понимаю, насколько я понимаю, вас это будет радовать. Ну, и если дело касается здоровья, все то же самое. Я, как всегда говорю, я никогда не ставлю диагноз, не назначаю лекарств, не отменяю лекарств. Я абсолютно не доктор, я читаю энергию. По энергии могу сказать, что при помощи ваших действий, при помощи ваших усилий, давайте так, тут действительно надо будет предпринимать усилия для того, чтобы изменить свое отношение к болезни. Настраивайтесь на выздоровление, а не на борьбу с болезнью. И тогда выздоровление придет намного быстрее и легче. Смотрим дальше. Девы, что же у вас на следующей неделе? Вы будете бороться с собой, бороться с ветряными мельницами, будете пытаться что-то кому-то доказать, будут моменты раздражения. Почему они будут? Ну, это ваше отношение к тому, что с вами происходит, и давайте так будет происходить в ближайшую неделю. Есть вещи, которые вы можете взять под контроль, значит, вы их берете под контроль. Если есть что-то, что вы не можете контролировать, если вы что-то не можете контролировать, чего же переживать за это и дергаться? И всегда, когда вот такое состояние приходит, подумайте, я знаю, что такое состояние приходит, когда
не все идет так, как вы запланировали. Ну, наши планы, имеется в виду сценарий. Я всегда говорю, это сценарий. Если мы что-то планируем, то мы планируем это для чего-то. И если мы концентрируемся на конечном результате, то иногда бывает, что планы немножко меняются, Вселенная немножко уводит вас от вашего сценария. Но это не значит, что это плохо. Помните об этом. Ну и выяснение отношений. Нет смысла воевать с людьми. Если вы воюете с людьми, если вы раздражаетесь, если вы злитесь, то вы и получаете в ответ то же самое. Человек, на которого вы злитесь, на которого вы обижаетесь, который вас раздражает, он этого не чувствует. Он не понимает, почему. И давайте так, если вы выкинули из себя все это, человек тоже начнет раздражаться и отвечать вам тоже агрессией. Подумайте об этом. Ведь это все можно избежать, вот этих ситуаций, этого всего можно избежать, не меняя себя, а изменяя отношение к людям и к ситуациям, которые будут происходить. Ну и Козерог, смотрим, что же у вас основное. Ну, тут могу сказать, неделя интересная, идет карта помощи. Если вам нужна помощь, она будет вам оказана. Если вы, если вас попросят о помощи, то, скорее всего, вы тоже эту помощь с удовольствием окажете. Единственное, что я всегда предупреждаю, и не потому, что я вижу за этой картой, по доброте душевной иногда мы совершаем не совсем мудрые для себя поступки, но это, конечно же, касается денег. Если нужна материальная помощь, смотрите, всегда давайте ровно столько, такую сумму, без которой вы можете прожить. Даже если человек обещал вам, что он вернет и поставил сроки, если вы все-таки отдадите больше, чем вы можете позволить себе отдать, вы будете нервничать, ждать, соответственно, сами и будете оттягивать возвращение долга. Подумайте об этом. Я просто в свое время прошла через это, и поэтому я сейчас даю такие советы. Но тут я не вижу никаких проблем за этой картой, за этой энергетикой, нет. Но на всякий случай лучше предупредить и рассказать, для того, чтобы вы могли сделать свой вывод и принять свое решение. Ведь все равно, по большому счету, все в ваших руках. Ну и общий совет для стихии Земля. Общий совет от стихии Земля. Будьте уверены, улучшение к вам в пути, и это улучшение вы почувствуете очень скоро. Особенно это актуально для дев. Тут идет улучшение и материального положения, и отношений идет улучшение, ну и, соответственно, здоровье. Также тут карта говорит о том, что присмотритесь, у вас в окружении есть человек, к которому всегда можно обратиться за помощью. Это мужчина старше 40, он темненький, с темными глазами, серьезный, рассудительный. Кстати, иногда кажется, что он не умеет шутить. Шутить он умеет. Поэтому просто более сдержанный, поэтому иногда кажется, что не умеет шутить. Вот этот человек может помочь во всем, в чем вам нужна помощь. Ну и, как всегда, я в начале расклада не сказала, 3 карты на исполнение желаний.
Быстро я сегодня рассказала вам, ну потому что ничего такого нет сильно о чем рассказывать, потому что все здорово. Ну что, тельцы, смотрим, перефразируйте. Перефразируйте ваше желание, и оно исполнится. Я всегда говорю, от формулировки зависит то, что вы получите. Вот что вы сформулируете, то вы и получите. Не используйте частицу «не». Пользуйтесь частицей «без». Подумайте. Девы, счастливые перемены. Вот перестаньте нервничать, перестаньте дергаться, перестаньте бороться с собой и с ветряными мельницами. Вас ждут счастливые перемены. Поэтому измените отношение к ситуациям, и, во-первых, вам будет легче, гармоничнее, и вы будете счастливее ощущать это все. И, соответственно, принимайте счастливые перемены, ваше желание исполнится. Ну и Козероги, тут почему-то говорит вряд ли. Хотя я вижу, что все у вас здорово в ближайшую неделю. Подумайте, формулировка, 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 формулировка. Здесь прямо говорит перефразируй, а вот здесь я все-таки думаю, или вы не совсем отчетливо знаете, что вы желаете, или надо таки поменять формулировку. Еще, ваше это желание или навязанное, подумайте об этом. Ну а на сегодня все. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ведь даже просто, смотря мои видео каждый день, вы наполняетесь позитивом. И все слова, которые я говорю в своих видео, да, они не просто так. Они для того, чтобы ваше подсознание менялось и впитывало именно вот это счастье. Для того, чтобы потом ваша жизнь показывала вам счастливые перемены. Ну, а также ставьте лайк для того, чтобы поблагодарить меня за мой труд. И, соответственно, делитесь моим видео с друзьями, близкими в соцсетях, чтобы помочь продвижению канала. Я хочу поблагодарить тех, кто отчисляет донаты. Я благодарна вам от всей души. Они помогают развитию канала. Ссылочка на донаты под каждым видео. Люблю вас, мои дорогие. Пока!